Всем привет! У меня новый инструмент, а значит появился новый повод с вами пообщаться. Ну, как вы уже догадались, это сварочный аппарат. Дека на 250 Вт. На самом деле это все ватт китайские, и их можно смело делить на два. Распакуем. Первое, что встречает, это шнуры, зажим и масса. Ну и сам аппарат. Распечатаем. На вид, конечно, он симпатичный. Вот насколько он будет справляться, я не знаю. Так, давайте посмотрим по управлению. Два световых индикатора и табло мощности. Также переключатель мощности. Индикатор перегрева, подключение клеммы плюс-минус. И спереди, собственно, все. Ну, сзади у нас кнопка включения и вентилятор охлаждения. Говорят, эти аппараты греются. Зажим выглядит крепко. А вот крокодил выглядит не очень мощно. Возможно, придется его заменить. Вместе со сварочным аппаратом мне пришел шлем. Потому что без шлема варить себе дороже. Шлем хамелеон. Экранчик не очень большой, но я думаю, мне как новичку в этом деле подойдет и такой. Тут наклеечки. Давайте сразу разделим. Из управления крутилка включения, который также регулирует чувствительность света. Внутри у нас оголовник с зажимом. Выглядит хлюпненько, конечно, но посмотрим, как он в деле. Внутри видно еще наклейки предупреждения. Сейчас мы их сразу отделим. Далее заглушка для батарейки, так как этот механизм нужно запитывать. И еще две регулировки. Одна регулирует время, насколько быстро отключается автоматика. Вторая, я думаю, тоже отвечает за чувствительность. Но это не точно. Ну, собственно, и все. Надо померить. Здорово, что можно работать в очках. Ну, по-моему, на голове хорошо сидит. Так. Вообще, это мой первый сварочный аппарат. Я до этого ни разу не работал со сварочным аппаратом. И так как сварочный аппарат первый, я решил подойти основательно и кое-что еще прикупил для того, чтобы его попробовать. Разумеется, это электроды. А так как я буду пробовать на тонком металле, взял электроды двоечку. Монолит вроде бы делает Украина. Нет, белорусские. Взял краги, чтобы защитить от брызг руки. Конечно, они великоватые немножечко, но посмотрим, насколько удобно в них будет работать. И еще купил два магнитных держателя. Эти держатели магнитные позволяют выдерживать несколько углов. 90 градусов, 45 градусов. Мне порекомендовали купить сразу два, потому что они могут пригодиться. В общем, вещь годная. Будем тестировать. Ну что, попробуем включить. Вот, вместо заявленных 250 показывает 248.
Что-то с первого раза ничего не получилось. Надо попробовать еще. А что-то начало получаться. Ну что, мой первый шов. Я думаю, что он фиговый. В общем, надо тренироваться. Вот такое у меня получилось знакомство с моим новым сварочным аппаратом. Понятно, что дело для меня совершенно новое. Я никогда им раньше не пользовался, и опыта никакого нет в сварке. Но я думаю, что со временем у меня все получится, и швы будут ровнее, и крепче. И я думаю, в самое ближайшее время уже что-то вам покажу, что я смастерю в своей мастерской. И я надеюсь, я не сильно разозлил профессиональных сварщиков, которые смотрели, у них, наверное, все внутри переворачивалось от того, как я варю. Но опять-таки, еще раз повторюсь, что это мой первый раз, а у меня впереди еще много сварочных открытий, поэтому строго не судитесь. Ваши наставления в комментариях мне очень нужны, и я буду очень рад полезным советам. Возможно, есть какие-то каналы на YouTube, посвященные сварному делу. Поделитесь, пожалуйста, со мной в комментариях, я буду очень признателен. Вот именно в этом мне нужна ваша поддержка и помощь. Про сам аппарат могу сказать немного, потому что я не специалист, и, как обещал, это только распаковка. Но думаю, что со своей задачей он справится, и варить мне им все-таки получится. Кого эта модель заинтересовала, в описании есть ссылка, так что переходите, актуальные цены там посмотрите. Спасибо за внимание, переходите на мои другие ролики, так что подписывайтесь на мой канал, скоро увидите еще один ролик про этот аппарат. Пока-пока.